Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Богданов. Я продолжаю вас знакомить с экспонатами нашей новой выставки «Советские монеты от НЭПа до перестройки», которая работает в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Выставка наша основана на материалах собрания Гознака, поэтому тут есть такие предметы, которые больше вы нигде не увидите. Это проекты, это эскизы, пробные монеты и инструмент для их изготовления. Вот перед вами целый комплекс пробных монет номиналом 50 копеек и 1 рубль с датами 1962 и 63. Их много, варианты разные, некоторые из них до этой выставки вообще известны не были. Тут есть портреты Ленина, виды Кремля, панорамный вид Кремля, Спасская башня, очень такие красивые, интересные монеты и, кстати говоря, очень редкие. А в 1961 году, как я уже говорил в одном из наших предыдущих роликов, произошла денежная реформа, и в обращение поступили новые монеты номиналом от 1 копейки до 1 рубля. Монеты двух высших номиналов, 50 копеек и 1 рубль, были с гладким гуртом, там не было ни насечки, ни надписи. Поэтому неудивительно, что через какое-то время их стали подделывать, а покупательная способность этих монет была довольно велика. В результате реформы она возросла в 10 раз. У нас сохранились в фондах такие подделки, их можно увидеть в основной экспозиции Музея истории денег. И решили, так сказать, дабы бороться с этим, усложнить оформление вот этих двух высших номиналов монет 50 копеек и рубль. И в рамках этой работы специалистами Гознака были сделаны эскизы, инструменты и отчеканены пробные монеты в разных размерах, в разных металлах. У них на гурте надпись, причем она или вдавленная, ну, как в итоге потом и было сделано, или выпуклая. Это вообще интересный эксперимент, потому что выпуклая надпись на гурте, она не применялась с конца 18-го, начала 19 века, когда начали делать монеты в печатном кольце. Но здесь вот это решили такой эксперимент провести, и здесь вот есть монеты с выпуклой надписью, они вообще впервые, так сказать, явлены на свет Божий и впервые здесь экспонируются. Но в результате из этого ничего не вышло. Решили оставить оформление монет таким же, каким оно было до того, но монеты с датой 61 с гладким гуртом, они были, так сказать, свезены на монетный двор, переплавлены, вышли в таком же оформлении, но на гурте уже была надпись, вдавленная с обозначением номинала и с годом чеканки. То есть таким образом оформление монет решили не менять, изменили только вот, соответственно, оформление гурта. Вот эти монеты очень интересные по композиции, по оформлению, насыщенные какими-то декоративными элементами. Они стали предтечей советских памятных монет, которые появились через несколько лет. Первой советской памятной монетой стал рубль, посвященный 20-летию Победы. Это 1965 год. До этого последние памятные монеты чеканились еще в Российской империи перед Первой мировой войной. У нас здесь есть материалы, которые отражают историю создания этого рубля. Это такие довольно любопытные эскизы. Это фотографии эскизов, наклеенные на заготовку монет номиналом 1 рубль, потому что не было опыта чеканки памятных монет и хотели посмотреть, а как будет выглядеть монета вот с таким оформлением, что называется, в натуре, в масштабе. Вот поэтому сделали два таких довольно любопытных макета. И пробные монеты. Опять-таки опыта не было, поэтому монеты чеканили разного размера, в разных сплавах, с разным оформлением гурта, ну и в двух вариантах оформления. Потом, когда выйдет этот памятный рубль, он, кстати, по размеру несколько больше, чем тиражные обычные рубли, и эти параметры уже, так сказать, устоятся, там уже не будет проб по металлу, по размеру, уже, так сказать, размер будет привычный, будут только пробы по оформлению. Эта монета была выпущена большим тиражом, по-моему, 16 миллионов, если я ничего не путаю, и в том же 1965 году начали готовиться к следующему важному юбилею. Это юбилей 50 лет Октябрьской революции, который пришелся на 7 ноября 1967 года. И уже в 1965 году среди художников Гознака был объявлен закрытый конкурс на лучшее оформление нового рубля. Пока речь шла только о рубле. У нас сохранились материалы этого конкурса, эскизы, документы. Здесь вот только небольшая часть этих эскизов представлена. Участвовали художники практически всех предприятий Гознака, и Пермской печатной фабрики, и Московской типографии, и Московской печатной фабрики, Ленинградского монетного двора. Здесь они показаны. Обратите внимание, что у них есть разные такие вот необычные элементы, тексты какие-то, слова, треугольники, вот квадратики. Это все условные девизы.
по условиям конкурса художник ставил такой вот свой знак на эскизе и отправлял его без подписи. То есть устроители конкурса не знали, чей это эскиз. А в соседний, в другой конверт художник вкладывал расшифровку вот этого вот знака. И эти конверты с расшифровкой знака, где была указана фамилия художника, они вскрывались уже в самом конце, на самом последнем этапе, когда уже были выбраны его победители. Вот это самые разные эскизы. Но в результате на основе некоторых из этих проектов были отчеканены пробные монеты, вот они здесь показаны. Кстати говоря, материалы по этому конкурсу опубликованы в журнале «Золотой червонец» в последнем номере. Там все есть, и все эти эскизы там есть, и все расписано, кто какую премию получил, чем это все закончилось. Вот эти проекты. И тогда возникла идея выпустить не только рубль памятный, но и монеты номиналом в копейках. 10, 15, 20 и 50 копеек. У нас есть эти эскизы, вот они здесь перед вами, посмотрите. Это далеко не все эскизы. Это, соответственно, 1966 год. Ну и в итоге в 1966 году были утверждены монеты номиналом вот от 10 копеек до 1 рубля, памятные, выпущенные в обращение огромным тиражом. Тогда же, как только, так сказать, были утверждены образцы монет, подвели итоги конкурса, художники получили премии. Интересно, что если художник присылал на конкурс эскиз, а потом его дорабатывали уже другие художники, профессиональные художники Главного управления госзнаков, все равно премию получал тот художник, который, значит, изначально прислал эскиз на конкурс. Ну и у нас здесь выставлены пробные монеты от 1967 года, разные эскизы, и впервые, так сказать, выставляются комплекты монет, отчеканенных в серебре. Вот они здесь, набор монет и отдельные монеты. Судя по всему, это были наборы для подарков высокопоставленным лицам, но судя по тому, что такие монеты известные раньше не были, и судя по тому, что в госзнаке хранится 5 комплектов этих монет, эта идея, в общем, так и не была принята, и никому они не дарились. Во всяком случае, по оформлению они ничем не отличаются от выпущенных монет, кроме металла, сделаны они из серебра 900-й пробы. На наше счастье, один из наборов был когда-то размонтирован, видимо, для музейных целей, поэтому мы имеем возможность показать их не только запаянными в пленку, но и отдельные показать без пленки. Вот они здесь выставлены, так сказать, вы можете на это посмотреть. Это такая, ну, в общем-то, уникальные памятники советской нумизматики. Следующим поводом для чеканки памятной монеты было столетие со дня рождения Ленина, которое праздновали 22 апреля 1970 года. Тут тоже сохранились эскизные проекты монет, их много, здесь показаны далеко не все. Вот несколько вариантов, на мой взгляд, наиболее интересные. Тут пошли по другому пути. Если в 1967 году решили выпустить копейки, здесь решили выпустить монеты номиналом выше рубля, известные эскизы монет номиналом 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. И в 1969 году на Ленинградском монетном дворе был сделан инструмент и отчеканены пробные монеты из золота номиналом 10, 25, 50 и 100 рублей. Было отчеканено 2 комплекта золотых монет. Самая крупная золотая монета, вот 100-рублевая, весила 103 грамма, золото 900-й пробы. Известно 2 комплекта этих монет, сделанных в сплаве, содержащем 6% меди. Один комплект у нас здесь на выставке, второй комплект у нас в основной экспозиции. Известно 2 золотых монеты, где 4% меди, номиналом 25 рублей, они у нас по отдельности в фондах хранятся, и медные оттиски, где по-другому изображен Ленин. Вот на золотых монетах он повернут вправо, здесь он повернут влево. Судя по тому, что в золоте отчеканили именно варианты с Лениным вправо, на нем в итоге и остановились. Но на всякий случай сделали вот такие медные замечательные оттиски, но в результате эта идея так и, в общем, не была принята, и единственной монетой к столетию Ленина, выпущенной в СССР, стал рубль, отчеканенный из медно-никелевого сплава. Здесь вот пробные варианты этого рубля, они отчеканены в разных сплавах, и разное там монетное поле вокруг портрета Ленина. На выпущенных оно, значит, такое шершавое, здесь на некоторых вариантах оно гладкое, на некоторых шершавое. Но по оформлению в основном они не отличаются от выпущенного рубля. Это была одна из самых массовых советских монет. Тираж этой монеты был в 70-м году 100 миллионов экземпляров. И монета знаковая, она ушла и в анекдоты, ее прозывали лысовичком, мертвой головой. Разные там были шутки на эту тему, как бы то ни было, это была такая знаковая монета, но впоследствии монет с такими, памятных в таких количествах уже не выпускали, а ушли в сторону, так сказать, разнообразия. То есть монеты в 70-е, особенно в 80-е годы их появилось гораздо больше, но
тиражи там были немножко меньше. И следующая памятная монета – это монета 1975 года, 30 лет Победы, 1 рубль. Здесь вот он показан, тираж там был меньше, чем у ленинского рубля. Эскизы этих монет у нас тоже есть, они у нас экспонировались в прошлом году на выставке «Знаки Победы», которая у нас была в 2020 году. Рубль выпустили, но мало кто знает, что кроме рубля планировали еще выпустить 5-рублевую монету к 30-летию Победы. И здесь у нас впервые экспонируются инструменты для ее чеканки, штемпели и 2 пробных монеты. На мой взгляд, очень красивая монета, и можно только сожалеть, что она не пошла в тираж и сохранилась только у нас в собрании Гознака. Ну и еще несколько интересных фактов, связанных с юбилейными, с памятными монетами 70-х годов. В 1977 году отмечали 60 лет революции, выпустили памятный рубль, и там была одна довольно любопытная история. В октябре 1977 года в советских газетах напечатали официальное объявление о выпуске новых памятных монет. По устоявшейся тогда практике там была приведена фотография, фотографировали утвержденный эскиз, так было проще, и этот эскиз был опубликован. Вот он здесь, газетная вырезка здесь перед вами. Кроме этого эскиза были сделаны еще 2, вот они здесь тоже показаны. Оригинала этого эскиза у нас нет, сейчас объясню почему. И была отчеканена еще пробная монета, неутвержденного варианта с флагом, вот она здесь тоже показана. Но бдительные граждане начали тут же писать письма, что это сионистская пропаганда, потому что на эскизе был изображен атом, там было 3 орбиты вокруг него, и они пересекались так, что при большом желании можно было там увидеть шестиконечную звезду. Ну и в результате эскиз был изъят, инструменты были уничтожены, монеты пошли в переплавку, и у нас никакого следа вот этих вот первых вариантов монет нет, и эскиза нет, вот я пришлось показывать ее в газетной вырезке. И в результате художники, специалисты, медальеры переделали монету, изменили там конфигурацию этого орбит атома, увеличили там 4 стола орбиты, и в результате такой вот рубль пошел в тираж, был выпущен, но теперь эта конструкция стала напоминать уже не шестиконечную звезду, а кукиш, что, так сказать, тоже ушло в разные анекдоты, в шутки, но тем не менее. Самих таких монет с 3 орбитами вот первых у нас нет, но в частных коллекциях они известны. Зато у нас есть вот выпущенный вариант и пробный вариант ранний, с неутвержденного оформления. Это вот 1977 год. В 1979-80 годах еще выпустили 2 интересные монеты, вернее, не выпустили, они есть в пробных вариантах, но не тиражировались. Это монеты, посвященные году ребенка 1979 года, 2 варианта памятного рубля, и монета, посвященная 600-летию Куликовской битвы. Что касается года ребенка, то вот 2 варианта пробных монет было сделано по эскизам московских художников Гознака, но они, конечно, очень такие довольно слабые в плане медальерного искусства, видимо, в первую очередь потому, что художники, они все-таки были не медальерами и изобразили, так сказать, детей на монетах так, что не учитывали специфику их переноса на металл, поэтому они довольно своеобразно выглядят. Как бы то ни было, эта монета не была выпущена ни в каком виде, и только вот пробные варианты у нас здесь в Гознаке хранятся. И последняя монета, о которой я скажу сегодня, это рубль, посвященный 600-летию Куликовской битвы. На мой взгляд, одна из самых красивых советских памятных монет. В 80-м году художник Ленинградского монетного двора Александр Васильевич Козлов сделал эскиз этой монеты. Ее потом там дорабатывали в Москве, немножко видоизменяли. Лицевую сторону вообще взяли по эскизу художника Ермакова 1975 года. На Ленинградском монетном дворе было отчеканено 4 варианта пробных монет, пробных рублей, посвященных Куликовской битве. Соответственно, они различались качеством, пруф или обычные, и высотой травы под ногами коней. На первом варианте высокая трава, но потом ее решили уменьшить, срезать и сделать траву пониже. Одна из самых красивых советских монет, к сожалению, выпущена не была. Почему? Ну, есть разные версии, но, на мой взгляд, наиболее правдоподобные, что решили, что выпуск такой монеты вызовет раздражение татар. Татарстан, естественно, входил в состав Советского Союза, а Куликовская битва была, значит, с Золотой Ордой, фактически с татарами. И надо понимать, что до этого памятные монеты выпускались крайне редко и по очень значимым поводам, таким как 100 лет Ленину,
десятилетней годовщины, через 10 лет революции, победы в Великой Отечественной войне. И вот в этой связке Куликовская битва, она была немножко не того уровня события, и, видимо, поэтому вот решили не выпускать монеты, хотя было огромное количество значков, флажков, медали выпускались, посвященные 600-летию Куликовской битвы, но все-таки это не того уровня вещи, как памятная монета. Это потом, в 80-е годы, монет, посвященных самым разным, так сказать, событиям, будет великое множество, а в 80-м году это была еще редкость. Правда, конечно, еще отдельной строкой следует сказать про олимпийские памятные монеты, но об этом я вам скажу в следующем ролике. Пробные монеты, посвященные Куликовской битве, у нас здесь выставлены и в основной экспозиции, и на выставке «Советские монеты от НЭПа до перестройки», на которую я всячески приглашаю вас прийти. Спасибо за внимание.